Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это дневной обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынке, что происходит, посмотрим российские активы, по которым у вас были вопросы, и проанализируем, что ожидает эти активы сегодня в течение дня и в ближайшей перспективе. Так, ну сегодня пока самая главная статистика не выходила. Единственное, то, что касается Германии, ну там видите, индекс потребительских цен месяц к месяцу 0. То есть инфляции нет. Но для такой страны, как Германия, это не очень хороший сигнал. И объем промышленного производства по еврозоне целиком минус 1,6%. Это в целом соответствует прогнозу, но это хуже предыдущего значения. Так, сейчас чуть позже выйдет ежемесячный отчет ОПЕК. Вот такие интересные очень пошли статьи, точнее названия. МЭА назвало цену нефти при достижении полной углеродной нейтральности. Оказывается, нефть будет стоить $24 к 2050 году. Вот нравятся мне подобные прогнозы, потому что в 2050 году, я не знаю, мне кажется, мир уже будет настолько другим. Возможно, даже денежная единица мировая будет другая, такое тоже может быть. И поэтому здесь, когда неясно, что будет на горизонте 5 лет, строить какие-то фантастические прогнозы до 2050 года, ну это, конечно, очень интересно читать, как упражнение для чистого разума. Но с моей точки зрения это не более чем какие-то такие умозрительные крайне заключения. Даже если нефть не будет востребована в качестве энергетической компоненты, остается нефтехимия. И нефтехимия в ближайшие 100 лет, я думаю, спрос на нефть будет только увеличивать. Пока не научатся делать пластмассы из микробов, либо из астральных тел, нефть будет нужна для производства полимерной продукции и масел. Так, ну вроде с госдолгом пока до 1 декабря отсрочили. Но, тем не менее, там еще есть другой момент согласования так называемого инфраструктурного плана. И здесь нет единства ни между демократами и республиканцами, ни между самими демократами. Но на самом деле, с моей субъективной точки зрения, здесь ситуация очень простая. Почему не могут договориться? Очень много интересантов, очень много. И поэтому процесс протекает разновекторно. Идет борьба, кто лучше, кто красивше предложит, соответственно, тот в какой-то перспективе, наверное, и получит все преференции. Ну, не все, а какую-то доминирующую часть. Все в Америке невозможно получить. Там постоянно конкуренция, идет борьба, и там одному кому-то все это не отдадут. Так, вот еще Гонконг, там тоже ураган, и поэтому гонконгская биржа немножко притормозила. Так, друзья, далее что тут у нас? Крупнейший энергоконцерн Германии приостановил продажи газа из-за рекордных цен. Да, ситуация действительно непростая. И здесь проблема заключается в том, что эти колебания, они могут, конечно, несколько нарушить вообще в целом энергетическую инфраструктуру Европы. И они усугубят ситуацию с нарушением логистических поставок. Потому что здесь проблема будет заключаться в том, что то одна, то другая компонента будет либо выводиться из игры, либо замедляться. Соответственно, здесь все карты в руки тому, что в ближайшее время проблема поставок, сбоев логистических, она будет усугубляться. И, соответственно, инфляция издержек будет расти новыми рекордными темпами. Так, друзья, далее вот интересный момент, ответ на вопрос. Как же так? Что делать? Почему такая нефть, такой газ, а рубль не идет на 33? Ну, ответ простой, потому что эти нефтедоллары, они куда-то волшебным образом деваются. И они не дают никаких шансов рублю укрепиться, потому что не покупают рубли в обмен на доллары. Вот и все. И здесь получается все достаточно бесхитростно. Если нет притока валюты в страну, если она не остается, то, соответственно, здесь не будет никакой возможности для дальнейшего укрепления рубля. Так, друзья, вот вчера еще вышло сальдо торгового баланса РФ. Почему-то эта новость по важности помечается как не очень главная, но на самом деле, с моей точки зрения, она оказывает достаточно существенное влияние на курс рубля.
Здесь ее действие, оно во многом тактическое, потому что стратегическое воздействие на курс рубля – это реальное положение дел в российской экономике. Здесь именно то воздействие, которое оно прямо сейчас должно колебать курс. Ну, смотрите, ситуация здесь достаточно по меньшей мере странная, потому как цены на нефть, газ и так далее обновляют новые хаи, а платежный баланс он не растет. Но здесь ситуация, она несколько нестандартная для таких условий. Я думаю, в этот раз можно списать на некую коллизию, которая внезапно непонятно почему произошла. Но если данные, которые выйдут в ноябре за октябрь, точнее за сентябрь, они тоже покажут снижение, это уже будет говорить о том, что протекают какие-то очень-очень негативные процессы. Потому что когда растут цены на нефть, на газ, на другие компоненты, когда растет спрос и при этом проседает платежный баланс страны экспортера, то это говорит о том, что ситуация какой-то нездоровый окрас приобретает. Ну а пока просто на карандаш возьмем, что есть вот такое немножко необычное движение, вот, и пока мы к этому вопросу возвращаться не будем. Так, вот раньше был такой ресурс интересный Life News. Сейчас, похоже, произошла ротация ресурсов. Так, вот эксперты назвали точную дату краха цены биткоина. 18 октября. Но не знаю, мне кажется, биткоин уже столько хоронили, что он просто обязан жить вечно. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. ВИКС. Индекс страха и волатильности. Сегодня уже началась торговля деривативом ВИКС. Соответственно, мы видим, сегодня идет продолжение снижение значения. Это достаточно позитивно и для мировых рынков, и для российского рынка. Соответственно, такое движение указывает на то, что сегодня, по крайней мере, до 15:30 по Москве, когда насчет выходить статистика по Америке, день будет весьма и весьма хороший. Так, друзья, далее индекс доллара. Давно его не смотрели, но здесь ситуация, в общем-то, по нему достаточно прозаичная. Уперся он в уровень 94,6, 94,5. Если вот этот уровень будет уверенно пробит и над ним пойдет закрепление, следующая цель движения будет находиться в районе 97. Но пока он не пробил это значение, не закрепился, остается шанс того, что отсюда будет хотя бы коррекционный, но откат в район 93,35. В идеале, конечно, бы ему куда-то сюда сходить, но вы сами видите, текущая ситуация, то, что затрагивает Германию и Европу, она не оставляет евро на ближайшую перспективу никаких особых позитивных шансов. Так, друзья, давайте крипту одним глазком глянем. Эфириум 4-часовик сразу беру. Вот смотрите, уперся он в уровень, у него уровень 3420-3370. Соответственно, если вот это значение не будет пробито в ближайшие часы, а я так думаю, вероятность того, что этот уровень стоит, очень большая, нас ждет сегодня-завтра, от текущих значений отскок и тестирование на пробой 3700. Если это произойдет, то на этой неделе будут, скорее всего, переписаны исторические хаи по эфириуму. Ну, как говорится, до 18 октября еще можем успеть. Так, друзья, далее S&P 500. Открываю вот это SFD на фьючерс. Здесь картина достаточно миловидная, потому что сейчас пошел отскок. Цель этого отскока – движение в район 4410-4420. Соответственно, если не будет коррекционного отката с пробитием 4310-4300, то сегодня есть все шансы сходить сюда и закрепиться где-то в этом диапазоне. Опять же, 15:30 масса статистики по Соединенным Штатам. Вот эта статистика, она может, конечно, вызвать коррекционный откат достаточно сильный, но текущие значения и движения, исходя из графика по S&P, указывает на то, что более вероятно на сегодня движение вверх. Так, друзья, далее золото. Ну, по золоту здесь ситуация достаточно, с одной стороны, необычная, потому что индекс доллара достаточно высок. Это оказывает давление на металлы. С другой стороны, сейчас идет движение, у которого цель тестирования и пробой уровня 1770. Если сегодня этот уровень будет пробит, и это будет сделано на объемах, то весьма вероятно сегодня также будет тестирование уровня 1783-1784. Движение вот сюда, к этому
значению. Критерий того, что данное движение не произойдет, это коррекционный откат с пробитием уровня 1754. Я думаю, большая вероятность того, что мы по золоту сегодня увидим продолжение роста и все-таки попытка сходить на 1784 и здесь закрепиться. Так, друзья, далее платина, тоже здесь 4-часовой таймфрейм. Платина, как воробушек, сидит на уровне 1010. Соответственно, удержание вот этого диапазона, если здесь не возникает пробой, то мы отсюда получаем движение сегодня или завтра, цель которого тестирование и пробой уровня 1040. Если все-таки здесь будет пробой, то, соответственно, платина весьма вероятно скорректируется в район 990-985. Вот сюда, к этим значениям. Более вероятно того, что будет либо консолидационное движение, либо рост. Пока что даже вероятность вот этого роста, она больше, чем вероятность консолидации и тем более движения вниз. Так, друзья, далее серебро, 4-часовик, отстоялось на уровне 22,5, соответственно, сейчас движение, у которого цель тестирования и пробой, значение 23,2. Вот если этот уровень будет на объеме взят, то по серебру мы можем увидеть очень быстренькое движение, у которого цель будет в районе 24,1. Серебро смотрится очень убедительно, очень позитивно, но про то, что в случае пробоя разовьется достаточно существенный откат, в район 21,5 даже, не стоит забывать. Но краткосрочно и среднесрочно серебро, конечно же, наверх. Так, друзья, далее палладий. Ну, смотрите. У палладия сейчас вопрос взятия вот этого рубежа 2140. Если этот рубеж будет взят и он здесь закрепится, мы можем очень быстро, буквально в течение недели, увидеть по нему попытку сходить наверх и отработать цель 2450. Здесь с палладием в чем заключается нюанс? Очень уж он неликвидный. Это, конечно, несколько напрягает. На текущий момент у него уровень поддержки 2020-2010. Если все-таки возникает противоход и будет пробитие на объеме данного значения, то мы, скорее всего, этот волшебный рост не получим. Но на текущий момент, я думаю, достаточно высока вероятность того, что он сначала здесь закрепится, и потом на этой неделе или в начале следующей мы увидим, как его дергают наверх. Так, друзья, далее норильский никель. Это логично после палладия сразу норильский никель глянуть. Смотрите, ситуация по норильскому никелю очень и очень, с моей точки зрения, благоприятная. Потому что сильный уровень был протестирован, 21500. Его де-факто не пробили. То есть были ложные пробои, проколы, но эти все пробои, они тут же выкупались. И даже если ставить часовой или 15-минутный таймфрейм, там видно, что происходит с акциями норильского никеля, если они уходят ниже 21500. Их просто начинают сметать. Вот. Соответственно, здесь на текущий момент он закрепился, отторговался, дальше он перешел на следующую ступеньку. И весьма вероятно, сегодня мы увидим попытку сходить наверх с целью потестить и пробить 23200. Вот это значение, оно сейчас при текущем движении является рубиконом, и его пробитие уводит норильский никель вот сюда, вот в район 25280. Критерий того, что это чудесное движение не состоится, коррекционный откат и пробой значения 2250. Но, с моей точки зрения, вероятность этого события меньше, нежели отсюда разовьется движение как минимум с целью пробить и закрепиться уровень 23800. Так, друзья, далее Сбербанк. Сбербанк рисует разворотную конструкцию с целью возврата в район 320, а потом 150. Шучу. Нет, конечно, такого, я думаю, либо не будет, либо вероятность такого события, она крайне невелика. Сейчас у Сбербанка вопрос удержания уровня 365-360. Если этот диапазон, я беру дневной таймфрейм, он устоит в ближайшее время, то по Сбербанку после небольшого выдоха продолжится рост, потому что Сбербанк не отработал 400, а 400 он отработать должен. Вот. Помимо всего прочего, то, что по нему взято вот это значение 343-350, с моей точки зрения, это открывает для него портал
движения, ну, практически, наверное, даже сложно ограниченного сверху какой-либо цифрой, потому что при таком нефти и газе, таких открытых лимитах на Россию, его могут уже как бы в течение одного месяца в легкую сводить и на 500. Но обращаю внимание, уровень 360-365. Если он пробивается, то весьма вероятно откат будет сюда в район 335-338. Так, друзья, далее «Газпром», наше все, главная газовая скрепа. Ну, смотрите, здесь немножко он, конечно, захандрил, это вполне естественно. Ну, он столько времени находился внизу, потом ему дали кропаль порасти. Он только-только переписал исторические хаи, и, соответственно, теперь он должен собраться силами перед дальнейшим рывком. На текущий момент у «Газпрома» есть бронеплита. Бронеплита – это 345. Если этот уровень не будет пробит, то все коррекционные откаты, которые здесь выкупают, они будут, соответственно, служить только топливом для набора позиций и дальнейшего движения. Как только будет переписан вот этот исторический хай 397, он очень быстро сходит на 450. Да, если с газом вдруг ситуация стабилизируется, конечно, мы увидим по «Газпрому» коррекционный откат в район 320. Но я думаю, маловероятно, что она стабилизируется. Учитывая то, какие диспропорции и перекосы здесь, дай бог, чтобы не стало хуже, даже при откате цены. Так, друзья, спрашивают меня про евро-доллар. Я не фанат этого инструмента, потому что в нем очень много векторов. Когда очень много векторов, сложно выявить ту группу, за счет которой ты будешь увеличивать свое благосостояние. И поэтому, с моей точки зрения, такие инструменты, они неинтересны. Но, во всяком случае, для меня, не знаю, может, кто-то там на этом действительно зашибает большие деньги. Но, с моей точки зрения, этот инструмент, он достаточно непонятен для меня. Для кого-то понятен, для меня непонятен. Такое бывает, это вполне естественно. Да, вот здесь по дневному таймфрейму уже можно сказать, что фактически он свое локальное донышко нашел. Донышко нашел, и отсюда он должен пойти расти, ну, как минимум на 1,17. Но текущая ситуация европейской и немецкой экономики указывает на то, что весьма вероятно вот это движение вниз, оно еще не закончено. Я здесь опираюсь не на какие-то разовые цифры, которые выходят. Я опираюсь на направление движения и на соотношение тех процессов, которые происходят, к примеру, в американской экономике и в европейской. С моей точки зрения, сейчас сформировались те условия, которые указывают на то, что Европа, она находится в худшей ситуации, нежели Соединенные Штаты. Здесь, конечно, все заключается в том, что Европа, она таким образом развивалась, что она исторически является энергодефицитной. И сейчас это сыграло с ней дурную службу. Так, друзья, далее 4-часовик. Но смотрите, 4-часовик здесь вообще загляденье. По 4-часовику мы сегодня или завтра должны сходить потестить 1,1650-1654. Вот. Но обращаю внимание, евро-доллар, он несколько такой инструмент шальной и непредсказуемый. Здесь, если возникает противоход и будет пробитие 1,1530, то в этой ситуации весьма вероятно уже в обозримом будущем будет взят уровень и 1,1465. Так, друзья, далее природный газ. Но здесь, сами видите, ситуация такова, что уровень 5, он никуда не девается. С моей точки зрения, все движения, которые сейчас происходят, какие бы здесь страшные свечи не рисовали на движении вниз, вот пока 5 устояло, все это будет приводить к выкупу и дальнейшему движению наверх. А то, что может сейчас сломить газа, это только два события, с моей точки зрения. Первое событие – это окончание зимы, и второе – это информация о том, что зима будет теплой. Вот эти два события, они могут действительно дать возможность пробить газу 5, и, соответственно, в этой ситуации он весьма вернется вот сюда вот в район 3,9. Но опять же, пока 5 устойчиво не пробито, я бы на эту ставку бы даже и не рассматривал. Так, друзья, далее Русгидро, моя любимая бумага. Ну, смотрите, здесь ситуация очень простая. 81,5. Как только он закрепляется, выше этого значения начинается устойчивая проторговка, то, соответственно, отсюда весьма вероятно ее могут очень быстро начать двигать наверх.
Сначала цель пробития 8,463 и потом движение 0,88 и 0,94. Критерий того, что мы это волшебное движение не получим, это коррекционный откат с пробитием 80 копеек. То есть здесь сейчас два важных уровня. Это 80 копеек, он ключевой, и 81,5 копейки. Этот уровень, он неоднократно акцию вытаскивал наверх. Так, друзья, далее ВТБ, обращаю внимание, это опять же дневной график. С ВТБ, опять же, ситуация развивается в сторону коррекционного отката и после накопления продолжения роста. На текущий момент критичный для ВТБ уровень, с моей точки зрения, 5,3 копейки. Если этот уровень будет пробит, тогда можно говорить о том, что эта фаза движения себя исчерпала, и, соответственно, по ВТБ мы увидим движение в район 5,1 и, возможно, даже пониже. Если пробоя здесь нету, все это консолидация, сбор сил и движение наверх. Первая цель 6,3. Так, ну вот 4-часовой таймфрейм движения вниз здесь развивается. На текущий момент, то, что касается сегодняшнего дня, критичный уровень 5,42. Если этот уровень здесь не будет пробит, то после набора позиций отсюда обязательно произойдет коррекционный отскок, цель которого тестирование и пробой 5,6. Так, друзья, далее Хантер, дневной таймфрейм, бумага очень-очень интересная, но на текущий момент я бы ее пока не трогал. Я бы подождал, либо когда она пойдет тестировать вот этот уровень 4170, либо когда произойдет пробитие уровня 3850. Соответственно, в этой ситуации отсюда весьма вероятно разовьется коррекционный откат, у которого цель будет сходить вот сюда вот, в район 3600, и здесь уже как бы большой человек будет докупать позиции для того, чтобы потом погнать его наверх. Но смотрите, бумага очень интересная, очень перспективная, она по сути как природный газ, то есть на нее, по идее, в ближайшее время должен спрос только расти на ее услуги, но в дальнейшем она, конечно, будет полностью вытеснена, потому что такие сервисы, как Google, они возьмут свое. Так, друзья, далее вопрос был по Лукойлу, ставлю недельный таймфрейм. Смотрите, здесь с моей точки зрения ситуация, она пришла к тому, что Лукойл очень дорог. Да, цена на нефть пока что держится, не откатывается. Тем не менее, я думаю, для каких-то среднесрочных вложений она было бы очень интересно, если бы она хотя бы куда-то сюда вернулась. То, что касается коротких движений в течение дня по Лукойлу, здесь вот если не будет пробоя уровня 7190, то вот это все движение на откат, которое наметилось, оно придет к тому, что его докупят, и он отсюда отскочит и пойдет переписывать вот этот исторический максимум. Так, друзья, далее Мечел, смотрите, у него среднесрочно цель 220 и больше. Сейчас как бы локально у него стоит вопрос, будет, не будет удержан уровень 150. Вот 150, если мы не пробиваем, вся эта хандра, она приведет к тому, что отсюда будет отскок, у которого цель движения 167, 170. Вот сюда, к этому значению. Так, друзья, далее Роснефть. Смотрите, Роснефть, сейчас у нее очень интересная ситуация, потому что она подошла к тому уровню, от которого она может очень сильно отскочить. Этот уровень 635-630. Если не будет пробоя, или, по крайней мере, вот этот часовой таймфрейм не уйдет ниже 635-630, весьма вероятно отсюда уже где-нибудь часа в 2 сегодняшнего дня произойдет разворотное движение, целью которого будет 645-650, вот сюда к этим значениям. Так, друзья, далее наш индекс RGBI. Ну, смотрите, здесь все складывается драматически, расти ему не дают. То ли пугают данные о том, что куда-то делись нефть и доллары, то ли нет каких-то четких договоренностей с американскими товарищами по поводу санкций. Так, друзья, далее нефть. Дневной таймфрейм здесь разворотный, соответственно, по дневному таймфрейму, сделав 84, мы должны сходить куда-нибудь хотя бы в район 76,1. Но если переходить на часовой таймфрейм, здесь у нас ситуация на отскок в район 84. Если в ближайший час-два не будет пробития 82,5, 82,4, весьма вероятно, сегодня отсюда состоится движение, у которого цель будет 84, 84,1.
Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Давайте беру сразу часовой таймфрейм. Здесь ситуация вполне адекватная. Есть железная поддержка 71-75. Если эта поддержка сегодня не будет пробита, то нас ждет сегодня-завтра движение, целью которого тестирование 72.05, 72.15 вот этого диапазона. Сейчас все указывает на то, что весьма вероятно это движение разовьется. Возможно, даже будет снос стопов и движение в район 72,4, 72,5. Но, обращаю внимание, у рубля при текущем платежном балансе локально, краткосрочно неисчерпаемый потенциал укрепления. Но есть и другой момент. Если он не укрепляется, значит это кому-то нужно. А если это кому-то нужно, значит ему не дадут возможности реализоваться. Итак, друзья, рубль-доллар, я думаю, сегодня будет движение куда-то сюда, при условии того, что не произойдет пробитие 71,7, 71,65. В случае пробоя пойдет он опять тестировать вот это минимальное значение 71,5, 71,46. Друзья, вот такое мое видение по основным инструментам. С утра там небольшая накладка вышла. Спасибо за внимание. Успешных торгов.